Искусственный интеллект пробирается уже и в наши повседневные гаджеты, делая из них просто супер инструменты, умные инструменты, которые мы только могли видеть в фильмах. Поэтому у нас новая рубрика «Самые интересные и полезные гаджеты для нашей повседневной жизни», чтобы сделать нашу жизнь еще проще, еще и интересней. Первый гаджет для хакеров и для людей, кто немножечко хочет им стать. А именно вот такой вот портативный маленький гаджет, который подключается к различным электронным системам и может ими управлять. Например, подключиться к неизвестному Wi-Fi, либо открыть домофон неизвестный, открыть гараж, включить телевизор, включить кондиционер и так далее. Этот гаджет оснащен разными модулями связи, такие как Wi-Fi, инфракрасными, радиочастотными, и как раз благодаря этому он может взаимодействовать с разными устройствами и управлять ими. А если вы еще разбираетесь в программировании немножечко, то туда можно внедрить разные свои программы, свои скрипты и, соответственно, расширить его функционал и делать его еще более хакерским и крутым. Это недавний стартап, стоит он сейчас от $200, и, насколько я знаю, сейчас на сайте дефицит, так скажем, заказать не так просто. Следующий гаджет, мне он очень понравился, он позволяет вам увидеть то, что ты не можешь видеть. И, как по мне, его не заменить телефоном. Это такая мини-малюсенькая портативная камера, которую надеваешь с собой, в нее встроен искусственный интеллект, и она может ответить тебе на любой вопрос, который ты спрашиваешь. Этот вопрос может быть касательно того, что ты сейчас видишь перед собой, либо просто какие-то вопросы, то есть это искусственный интеллект сразу же на тебе. Например, что это, как это работает, суммируй, расшифруй. Он может переводить любые тексты, книги, продукты. То есть все, что вы идете, у вас вместе с вами искусственный интеллект. Как будто он у вас вот здесь вот подключен, только не нужно ничего внедрять в себя. И вы можете задавать любые вопросы и общаться с ним. Она может следить, например, за вашей готовкой, говорить вам, что нужно сделать. Либо вы что-то выполняете, и вы не уверены, как дальше действовать, вы можете спросить ее. Помимо этого, у камеры встроена такая широкоугольная камера, которая позволяет видеть намного больше, чем видите вы даже сами. Например, вы едете на машине, вы не заметили какого-то знака, вы можете спросить, куда дальше ехать, она может вам подсказать то, что нам может быть не очевидно. В общем, ее я не тестировала, звучит она очень круто. Стоит она на минуточку $69 по сравнению с ее аналогами, которые начинают цены от $400. Я знаю, что недавно очень сильно захейтили ее аналоги, но один из параметров хейта как раз была неоправданно большая цена, но я не видела каких-то плохих отзывов про вот эту вещь. Поэтому мне она очень понравилась, даже думаю ее себе купить. Окей, следующий гаджет для телефона. Устройство с чатом GPT, которое крепится к вашему телефону благодаря магниту и записывает ваши звонки, разговоры, транскрибирует их, переводит и так далее. Да, вы скажете, на телефоне есть диктофон, зачем вообще такая штука, но я вам скажу, мы сейчас создаем свое собственное приложение, и у нас есть одна из таких функций в приложении, как раз именно запись, транскрибация разговора. Так вот, она у нас не основная фича, потому что мы заметили, что это очень неудобно порой, когда ты разговариваешь с кем-то, особенно если это не твой друг, либо ты интервью проводишь, либо это какое-то срочное дело. Тебе очень неудобно брать телефон в руки, разблокировать его, открывать приложение, нажимать запись. Очень много может вопросов возникнуть у человека, да, и плюс ты еще и отвлекаешь на телефон. Поэтому это устройство мне понравилось, потому что оно сразу же крепится на телефон. Например, ты сейчас ведешь разговор, ты сразу же нажимаешь кнопочку «Записать», и оно автоматически уже записывает. То есть это даже может быть незаметно для твоего собеседника. А соответственно, потом эти все разговоры ты можешь в приложении у себя транскрибировать, задавать любые вопросы и так далее. Стоит такая штука $160. Мне кажется, что слишком дорого для такой штуки, но не я создатель, не я создаю цены. Следующий гаджет – это такой умный Notes. Умный блокнот, который превращает все ваши набросочки в цифровое видео. У меня, кстати, такой есть, я его недавно купила. Почему? Потому что я люблю писать от руки, но что бывает, когда ты пишешь от руки, эти бумажки куда-то теряются, и наши ноутсы, соответственно, тоже. Эта вещь, она подключается к телефону по Bluetooth. И как она работает, то есть я здесь вот так вот пишу, и оно автоматически у меня отображается в моем телефоне. Если я не хочу, чтобы оно отображалось, какая-то определенная страничка, я просто выключаю, и оно у меня не сохраняется в цифровом виде. Пока только начала пользоваться, и скажу, что это пока для меня удобно, не нашла никаких больших минусов. И стоит такая штука $120. В общем, следующий гаджет подойдет всем, кто живет за границей или кому приходится постоянно общаться с разными иностранцами.
Ладно, там уже английский выучил, но в основном это не только английский, это и арабский, это испанский, это китайский, это японский. А это гаджет, это переводчик в реальном времени. То есть выглядит она вот такая, как мини-коробочка. В нее подключаются беспроводные наушнички, они даются каждому собеседнику. И на секундочку она может переводить в реальном режиме разговоры до 20 человек на 5 разных языках. То есть, например, кто-то говорит на английском, кто-то на испанском, кто-то на русском. Она одновременно слушает вас и одновременно переводит другим на их же язык то, что говорит человек. Она поддерживает 40 языков и 93 акцента. В общем, вы говорите на вашем языке, а человек уже слушает на своем. И также эту вещь можно подключать еще и к компьютеру, к онлайн-звонкам и, соответственно, пользоваться преимуществами перевода только уже в режиме онлайн. Стоит такая вещь $710. Следующий гаджет – это компьютерная мышка, но не просто мышка, которая легким движением руки превращается еще и в лазерное управление с внедренным искусственным интеллектом. Очень интересная вещь, подойдет для тех, кто хочет быстро переключаться между компьютером, работой, презентацией, например, и так далее. Как она работает? То есть она работает, как обычно, мышечка для компьютера. Но легким движением руки она отсоединяется и превращается уже в лазерную мышку. И может как управлять, например, встречами в офлайн режиме, как лазер, либо в компьютере. Ты также можешь лазером управлять по всему компьютеру и так далее. Но ее фишка то, что, во-первых, у вот этой лазерной штучечки внедрен искусственный интеллект. И ей также можно управлять. То есть, например, если вы ведете презентацию, что-то рассказываете группе людей, им что-то стало непонятно, вы можете задать вопрос этому гаджету, например, людям непонятно, что такое LLM-системы, объясни. И она в онлайн-режиме это все объясняет. Помимо этого, эта штучечка еще и записывает все ваши презентации, разговоры, обсуждения, например, вы на какой-то конференции. И потом все вот эти обсуждения можно суммировать, можно задавать вопросы по ним и так далее. В общем, очень удобная вещь, если вы, например, как я, постоянно проводите какие-то презентации, конференции, либо вы учитель, офисный работник и так далее. Стоит она, по-моему, $80, но сейчас действует скидка, и можно ее купить за $44. Окей. Следующий гаджет. Это супер находка для людей с нарушенным зрением. Мега полезный гаджет, поэтому ему тут отдельное внимание. Такой портативный маленький гаджет, который можно крепить на свои очки. Также можно его просто носить в кармане. И что он может делать? Он может считывать любой текст страницы с упаковки, расшифровывать упаковки, переводить эти упаковки, распознавать лица на улице людей, распознавать объекты, цвета, помогать с выбором одежды. В общем, очень помогает людям, которые не совсем хорошо видят. Стоит эта вещь недешево, но на сайте есть рассрочка, можно платить маленькими платежами. А так я считаю, что это очень достойный продукт. И раз уже речь пошла за очки, то следующие очки уже для более профессиональной области деятельности от Microsoft. Называется HoloLens 2. И это очки смешанной реальности, которые позволяют воспроизводить и видеть объекты в 3D, то есть видеть их голограммы. Что с помощью них можно делать? Я прямо сейчас пройдусь по сайту и покажу. Например, вы инженеры, вы там что-то подключаете, вы можете в онлайн-режиме их надеть. Во-первых, вы можете общаться с голограммой, то есть, к примеру, вашим коллегой, который вам будет что-то объяснять. И то, что вот в этом устройстве есть, это тоже можно сделать в 3D-модельках, которые будете видеть, и оно вам будет помогать это все подключать, переключать, настраивать. Также это может быть какие-то схемы, это может быть какие-то графики, в общем, со сложными элементами, она может это воспроизводить. Либо, например, вы строители, вы в реальном времени смотрите на 3D-голограмму внутренних строений, внутренних там проводов, не совсем знаю, что это такое, и можете рассматривать решение проблем, например. Или, например, вы в здравоохранении, вы с доктором, доктор их надевает, пожалуйста, он общается с другим доктором, который показывает результаты исследования этого пациента. В онлайн-режиме вы также можете видеть его снимки, вы можете управлять руками этими снимками, расширять, двигать, спрашивать и так далее. Или, например, вот как учитель может в онлайн-режиме объяснять ученикам, показывать разные голограммы. Таким образом, обучение становится намного интереснее и интерактивней. В общем, очень интересная вещь, полезная для профессиональной точки зрения. Стоит она, соответственно, своих денег, недешево, от $3500 на момент записи. Но в целом она и создана для профессиональной работы, где вам может это купить производство компания. Окей, следующий гаджет называется Tracker Mini, и он предназначен для музыкантов и людей, которые связаны с записью звука. Кто работает со звуком. Очень интересная вещь, благодаря которой вы можете создавать музыку в реальном времени, находясь где угодно, ее миксовать,
создавать треки. В общем, очень интересная вещь. Такой мини-портативный гаджет, который вы берете с собой и записываете звуки в реальном времени. Можно записывать каждую отдельную дорожку, также их миксовать, включать какие-нибудь ноты, инструменты и создавать полноценные какие-то треки. Но также можно и по отдельности записывать каждый звук. И она поддерживает до 8 аудиодорожек сразу же одновременно. В общем, мне очень понравилось. Я ранее записывала звук для наших фильмов, реклам, и я считаю, что эта вещь очень достойна. Стоит такой девайс $700. Следующий гаджет – это у нас очки ночного видения с искусственным интеллектом. И они очень хорошо работают в слабом освещении и даже без него. Это сейчас первое устройство на рынке, которое с помощью ИИ помогает видеть такие полноцветные картинки в очень плохом освещенном помещении. Оно использует технологию ИИ для обработки сигналов изображения. Оно превращает это все в контуры и даже в супер темных местах. А с применением уже заранее загруженной модели больших данных ИИ, искусственного интеллекта устройство восстанавливает цвета объектов и оптимизирует изображение, как раз обеспечивая яркие насыщенные цвета. И также оно может записывать видео в 4К. И диапазоном от 500 до 1000 метров и 16-кратным цифровым зумом. И также можно переключаться на инфракрасный режим, чтобы видеть все необходимое в абсолютной темноте. В общем, идеально она подойдет для активности ночью, наблюдением за дикой природой или для поисково-спасательных операций. Стоит такая вещь от $200 до $400. Следующий гаджет, я бы сказала, даже не гаджет, а целый аппарат. В общем, подойдет для вас, если вас достают люди, вы не хотите с ними общаться, но вам нужно общаться с людьми. Вы можете из себя сделать голограмму и поместить ее в этот аппарат. А благодаря искусственному интеллекту он еще будет классно работать с вашей базой знаний, которую вы туда загрузили, например, какие-то определенные вопросы, либо определенные вещи, которые вы хотите, чтобы он знал. И он будет общаться с людьми, которые подходят к вашей голограмме. Там будет ваш голос, там будете вы. Я вам скажу, что это выглядит мега правдоподобно, потому что она была у Тима Дрейпера, это миллиардер с Калифорнии, у которого я училась, и он себе сделал такую вещь, поставил на входе в университет, и просто ты заходишь, и действительно, перед тобой сидит Тим Дрейпер. У меня не раз такое было, что есть ощущение, что это действительно реальный человек просто сидит, который в коробке, потому что все движения, прям все, даже морщинки, все видно. Стоит такая вещь 6500 евро, дороговато, но считай, сколько нервов и времени оно может вам сэкономить, например, если к вам постоянно обращаются работники, вы не хотите им отвечать постоянно на одни и те же вопросы, поставили голограмму, загрузили туда все часто задаваемые вопросы, сотрудники подходят, с вами общаются, консультируются, понял босс, пошел выполнять. И теперь уделим внимание на гаджеты нашему здоровью. 3 таких прикольных гаджета. Первый гаджет, а именно у нас Son Motion Pillow. Это умная подушка, которая разработана для людей, которые страдают храпом. Либо, возможно, для людей, которые страдают от людей, которые страдают храпом. В нее внедрен искусственный интеллект. И что он делает? Подушка использует искусственный интеллект для точного обнаружения храпа пользователя и отличать его от других звуков. Этот ИИ, он систематически учится и оптимизируется для каждого пользователя, чтобы с течением времени работать все более эффективно. Подушка оборудована 4 воздушными секциями, и она может накачивать одну или другую сторону в зависимости от звука, в зависимости от храпа. Что это означает? То есть, когда она обнаруживает храп, подушка автоматически регулирует положение вашей головы и медленно надувая воздушную камеру над головой. И это как раз позволяет поворачивать голову в другую сторону, что позволяет открыть дыхательные пути и снизить храп. И что прикольно, что в нем еще есть мобильное приложение у этой подушки, которое как раз может отслеживать вашу статистику сна и говорить вам, что вообще с вами происходило во сне. И это устройство получило множество наград, включая SEC Innovation Reward, что подчеркивает как раз ее эффективность. Стоит такая подушка $700. А вот на разработку следующего гаджета трудились ученые. Называется оно Fresh Brain Band. И это такое устройство для улучшения сна. Разработано специально для тех, кто хочет быстро засыпать, глубже спать и просыпаться отдохнувшим. Выглядит как ободочек, либо головная повязочка, и она подходит для разных размеров головы, по крайней мере, так они это говорят. И в нем есть мобильное приложение, Friends называется, которое как раз мониторит ваш сон в реальном времени. И она использует костную проводимость для доставки персонализированных аудиосессий когнитивно-поведенческой терапии, которые улучшают как раз ваше качество сна.
она анализирует стадию сна, на которой вы сейчас находитесь, с точностью, и искусственный интеллект, он адаптирует вот этот аудиоконтент в зависимости от стадии сна, на которой вы находитесь. И также там есть функция умного будильника. Когда искусственный интеллект считывает, что вы сейчас находитесь на последней стадии сна, он вас пробуждает новым подходящим аудиоконтентом. А если вы просыпаетесь посреди ночи, то тут говорится, что вы можете нажать кнопочку, и оно обратно вас возвратит ко сну, использует ваш персонализированный уже аудиоконтент, который позволит вам быстро уснуть. И мне понравилось, что на сайте предоставлены подробные научные исследования, как раз которые доказывают работоспособность вот этой штучки. Стоит она $500, и здесь есть еще гарантия 14 дней, если на вас это не будет работать. Следующий гаджет для тех, кто следит за своим питанием. Сейчас есть масса разных приложений, в которые вы там записываете, что вы едите, сколько у них калориев, это все надо записывать, считывать. Но приложения достаточно неудобны, и нужно прям самому это все искать, записывать ценность каждого продукта, калорий и так далее. А эта вещь, это такие умные кухонные весы с искусственным интеллектом. Как они работают? В них внедрен искусственный интеллект, который помогает анализировать продукты, которые вы на них кладете. Он распознает, какие там ингредиенты, сколько калорий, сколько там разных питательных веществ у них и так далее. Не нужно ничего записывать самому, то есть все, что вы на него кладете, он автоматически записывает в приложение, которое прилагается к этим весам. И все данные, вообще, что вы едите и так далее, у вас уже будет автоматически в телефоне. По-моему, это очень удобно. Я, конечно, не слежу за своим питанием так, но я знаю, что у меня есть друзья, которые следят, и это прям мега полезная вещь. Цены, к сожалению, пока на сайте нет, нужно оставлять заявку на обратный звонок. Это было все на сегодня. Как вам такая рубрика? Мне она очень безумно нравится, потому что я сама хочу быть в курсе событий, какие умные гаджеты появляются у нас на рынке, чтобы покупать их себе, потому что все-таки мы люди, мы взаимодействуем с миром, и зачем покупать, допустим, просто ноут, если можно купить уже умный ноут, который в дальнейшем, возможно, может даже отвечать на какие-то вопросы уже в телефоне, суммировать или делать мои записи, например, красивее и так далее. Напишите, какой гаджет вам понравился больше всего. С вас лайк, коммент. Ну все, пока.